Всем привет! Вы на канале Твин Китай. Мы продолжаем проходить Тауматурга. Я думаю, что возможно нам осталось не так уж и много. Ну, я не уверена, я так думаю. Что это такое? Роза. Интересно, кто ее здесь оставил? Шипы впиваются в пальцы, но она не чувствует боли и кладет цветок на мраморный подоконник. Раз уж нельзя оставить розу на его могиле, пусть лежит здесь, на месте, где свершится возмездие. Да, эта мысль ей нравится. Рука ложится на пистолет, он согревает. Осталось ждать. Скалон скоро появится. Явная метка Ванда. Ванда хочет убить Скалона. Шальная пуля. Кто-то собирается застрелить Скалона, и сдается мне, даже знаю кто, Ванда. Даже если ей удастся, живой она отсюда не выйдет, а ее самоубийственная затея может спутать карты Союзу. Я должен с ней поговорить. А где она есть? Вот в чем вопрос. Дай-ка сохранюсь, наверное. Неужели из-за какого-то моего выбора может сейчас что-то быть не так? Я думала, что мы еще увидимся, и тем не менее. Я знаю, что у вас при себе оружие, что вы хотите убить Скалона. Я собиралась начать с Конечкина, но этого труса какой-то кидало уже прикончил. Настал черед Скалона. Я убью его и всех, кто встанет у меня на пути. Слушай, да... блин. Отметить, что попытка убийства — верная смерть. Это безумие. Если вам удастся осуществить свой замысел, вы тут же погибнете. А мне и жить-то особо незачем. Напомните о Янике. Вы нужны Янику. Он едва выбрался живым из цитадели. Вы не имеете права бросить его на произвол судьбы. Немножко манипулируем, конечно, но... У вас еще будет шанс отомстить. Я клянусь. А сейчас отправляйтесь домой, я обо всем позабочусь. Да? Да, уговорила? Ну, это что, серьезно? Прям без шуток, да? Реально. О, хорош. Фух, как хорошо, что мы спасли этого чела, потому что, скорее всего, тогда было... Яника, в смысле, тогда было совсем туго. Что тут? Найти советников императора. Зачем я бегу? Бегу сюда, если я могу. Сергей. Знакомое лицо. Добрый вечер. Вы очередной скандал затеять хотите? Видите, что он не привел друзей. Когда мы с вами виделись в прошлый раз, с вами были два друга. Куда они делись? Я решил, что мне нужно побыть одному. Сергей, почему вы так враждебно настроены? Ну-ка, потому что вы меня унизили или потому что уничтожили мой шанс на счастливый брак? Софья уплыла за океан, лишь бы убраться подальше от меня. Тут слишком высокая гордыня, тут у меня решение закрыли путь. Ну ок. Отметить, что он не интересовал Софью с самого начала. Мы с вами оба знаем, что Софья никогда не воспринимала вас всерьез. Она водила вас за нос ради собственного развлечения и назло отцу, но Тауматурга ей не обмануть. Вы открыли мне глаза. Я осознал, что она никогда меня не любила, и я вам бесконечно за это благодарен. Это сейчас сарказм? Да ладно, я должен вас спросить, зачем вы здесь на самом деле? Пришел с друзьями. Они тоже тауматурги. Зачем вам это знать? Думаю, вам стоит меня выслушать. Что вы хотите рассказать? Недавно меня избрали в городской совет. Я время от времени посещаю аудиенции с царем Николаем. Некоторые вещи, что обсуждаются наверху, меня несколько волнуют. Для начала позвольте поздравить вас с новой должностью. О чем именно вы беспокоитесь? Совет подготовил ряд указов, направленных против Тауматурга. Осталось только, чтобы их подписал царь.
В этих указах Скалон предлагает отправлять тауmaturgов в ссылки и учредить адаптационные клиники. Мне продолжать? Хотелось бы узнать кое-какие подробности, например, про вот эти вот клиники. Вот это как раз самый ужас. Знаете, что такое лоботомия? Именно так тауматургов будут адаптировать для жизни в обществе. Ну, офигеть теперь. Но я вам ничего не говорил, понятно? Не ожидал увидеть в вас союзника. Взаимно. Будьте осторожны. Офигеть. А с чего это он? Поговорю с человеком, который мне поможет. Приятного вечера. Я тоже удивлена, что он помог. Я не то чтобы его помню вообще, если б не рассказ о том, кто он, я бы не вспомнила, правда. Ну, по его внешности, по крайней мере. Так. Сохраняюсь каждую секунду записи, да. А ну стой. Где-то тут стоял этот друг наш. Ну, как друг. Связанный. Вот ты, да? А, ну он просто стоит. Задания вроде нет. Ну, я готова тогда. Зал Великой Аллеи. Сейчас будем обыскивать весь этот зал. Опа. Вижу, вы выбрали местечко в самой гуще событий. Нравится вам здесь? Вполне. Только что поговорил с одной молодой фрейлиной. Но об этом позднее. Уверен, для вас подобные мероприятия не в новинку. Ненавижу такие приемы, как будто прямо дороговат. Сестра говорит, я превратился в дикаря, пока был в отъезде. Что насчет фрейлины? Она сказала, что царь в апартаментах на верхнем этаже. Скалон выставил охрану на лестницах, да и сам присматривает за залом. Нужно его отвлечь. Попробую как-нибудь подобраться к Скалону. Я слышала о кое-каких указах, что ждут царской подписи у него на столе. А о чем они? Мне удалось перекинуться парой слов с одним молодым человеком из городского совета. Если вкратце, в городе могут появиться учреждения, где нас, тауматургов, будут лишать разума, а заодно и способностей. Речь о лоботомии. По крайней мере, мне так показалось. Я узнал, что один из способов борьбы с тауматургами — конфискация имущества. И что вы об этом думаете, будучи наследником целого состояния? Если честно, об этом стоит волноваться моей сестре. Мне это досталась только старая книжка. Поверить не могу, что вам от этого спокойнее. Да нет, там же не... В смысле спокойнее? Нет, мне не спокойнее, но я просто уточнила. Ну, ладно. Ванда здесь. Я опасался, что она объявится. Вы с ней поговорили? Да, я знаю, что у нее за план мести. Она собирается убить Скалона. Она погибнет. Или еще хуже, из-за нее все наши стороне пойдут псу под хвост. И о ней позаботился. Она в порядке, пострадали только и самолюбие и планы на вечер. Окей, еще что-то.
Ничего меня больше не волнует. У меня еще что-то не найдено. Пойду поищу. Ах, так. Еще что-то. Фуражка принадлежит генерал-губернатору. По фуражке тянется нить уверенности. Тауматурги и подонки все как один держат простых людей за послушную скотину. Это чудовище в человеческом обличии, прямо как его сестрица, чудовище, которое исчезло. Остальные должны исчезнуть вслед за ней. Винный бокал, еще теплый, из него пили совсем недавно. Стекло бокала отражает чувство зависти и одиночества. Его всегда утомляли дворцовые игры. В такие моменты ему хотелось проникнуть в сознание окружающих, подчинить их своей воле, заставить собой восхищаться. Как же он завидовал дару Юлии. Ладонь сжалась само собой, и по тонкому стеклу пошла трещина. Метка генерал-губернатор. Опа. Старый портсигар. Портсигар с гравировкой скалон. Старый портсигар опутан давними чувствами. Они говорят о сестре, наделенной тауматургическим даром, и обожаемой всем семейством. Должно быть, портсигар когда-то принадлежал ей. После смерти родителей брат позаботился о любимой сестре, отправил ее в дом умалишенных. Ах ты ж... Угу. Прошлая Скалона. Сестра Скалона была тауматургом. Юный Георгий всегда завидовал ее силе. Со временем ее из зависти родился изъян. Он поглотил уже взрослого Скалона, заставив его ненавидеть тауматургов, потому что если мы чудовище, то он герой, и все его зверства оправданы. Нежеланный презент. Письмо с подписью Софьи Скалон. Роса на босых ступнях, лучи солнца на щеках и свобода, какую дарит ли жизнь среди творческой богемы. Закопание... Что? Закопание? А, поняла. Приняла ее с распростертыми объятиями. Все же иногда она замечает, что тоскует по тем, кто знал ее с детских сандалий, по людям, которые видели все обличия Софьи Скалон. Судя по всему, Софья отправилась в Закопание наслаждаться вкусом свободы, однако время от времени девушка тоскует по дому. Знакомое чувство свободы и одиночества часто идут рука об руку. Подарок для цесаревича. Письмо с поздравлениями от Скалона. Подарок заключен в оболочку переживаний за маленького цесаревича, как ему в голову пришло дарить больному ребенку нож. Неважно, с гербом императора или без. Алешенька порежется, и тогда всем им не сдобровать. Метка Георгий Скалон. Ясненько. Пепельница. Внутри целая гора пепла и окурков. Над пепельницей кружит дым из стыда и гнева на безмозглую простолюдинку, которой нет права его отчитывать. Ему хотелось придушить дерзкую. Что? За... Ему хотелось придушить дерзкую девицу, показать, что бывает с теми, кто приходит дорогу к генерал-губернатору Варшавы. Я не уверен. Что? Что у Скалона на уме? Скалон принес цесаревичу в подарок нож с гербом рода Романовых. Недальновидный жест, учитывая болезнь наследника российского престола. Няня мальчика отчитала господин генерал-губернатора, что за что Скалон ее немедленно возненавидел. Ему больно, что какая-то служанка знает о Романовых больше, чем он. Господи, какое-то оно максимально... Ию. Просто ию. Мы можем с тобой еще раз поговорить? Нет, окей, значит, мне сначала надо поговорить с тем челом. С этим самым Ию. О боже. Май гад. Кто вы такой? Такое чувство, будто я вас уже где-то видел. Я пришел с друзьями, хотелось бы их с вами познакомить. Будь они важными людьми, я бы их уже знал. Но папироса не найдется. К сожалению, нет. Жаль, чем-нибудь еще могу вам помочь? В городе все еще слышны выстрелы. Можете заверить обеспокоенного горожанина, что здесь безопасно? Понимаю вас. Скажу то же самое, что говорю остальным. Ситуация под контролем, за порядком следят мои лучшие люди. И здесь даже мышь не пробежит. Ну ты лох, конечно. Как насчет тауматургов? Что если кто-то из них сюда просочится?
Если бы такое случилось, я уже об этом знал. Скажу так, с этой проблемой мы скоро разберемся. Поясните. Тауматурги опасны. Бунты, подрывы, секты этого Распутина, террористы, полный беспредел. Их действия угрожают всем, даже нашим близким. Как думаете, этот бородатый сектант Распутин тоже тауматург? Скорее всего, иначе как ему удалось обмануть столько людей? Даже императрица Александра с ним приветлива. К счастью, он погиб от взрыва бомбы в борделе. Мне страшно что-то спрашивать, но я в принципе сохранилась, так что пофиг. Не забывайте, что в городе свирепствует эпидемия холеры. Это тоже все тауматурги виноваты. Вижу, мы с вами друг друга понимаем. Да-да, типа. Говорят, один из этих колдунов сбежал из цитадели. Это Шульский? Да, но скоро мы все увидим, как он болтается в петле. Этот Шульский опасен. Шульский живой пример безнравственности. Жил себе всласть, но из-за своей дурной крови съехал с катушек, а моральный темперамент вроде него способен на что угодно. Но, как я уже сказал, здесь вы в безопасности. Как понять, что передо мной Шульский? Я его уловки знаю, не беспокойтесь. Боже, какой ты лох. Кроме того, шанс, что он явится сюда лично, близок к нулю. Какое облегчение. Спасибо, господин генерал-губернатор. Что-нибудь еще? Это, наверное, самое забавное, когда ты знаешь какую-то условную правду, и рядом человек, который либо врет, либо уже немножко обосрался, да, и ты просто стоишь и ах, ну да, понятно. Простите за нескромный вопрос, тауматург причинил вред кому-то из ваших близких? Колдуны добрались до моей дочери, и не только до нее, не будем об этом. Понятно. Так. Как вам день рождения светлейшего цесаревича? Я в ответе за Варшаву, заодно за царскую семью. Банкет мне по большому счету безразличен. Цесаревичу принесли целую гору подарков, и она все больше и больше. Действительно. Как дела у Софии? Она в добром здравии. Нет у меня никакой дочери. Вам советую следить за языком. Давай о чем-нибудь другом поговорим. Ну мы все, да? Мы поговорили. Пока. Всего хорошего. До свидания. Пойду расскажу челу этому. Так, и что? Из колонн. Я поговорил с генерал-губернатором. Каково это — обмениваться любезностями и обсуждать закуски с варшавским мясником? Вблизи он не такой уж страшный. Да, удалось узнать что-нибудь полезное. У генерал-губернатора есть изъян. Я хочу этим воспользоваться. Вы собираетесь избавить его от изъяна? Это может сказаться на его благополучии. Надеюсь, так мы избавимся от него самого. Постойте, для начала нужно удостовериться, что мы готовы к разговору с цесарем. Господи, с царем. Назад дороги уже не будет. Ну, я, в принципе, уже все знаю. Афинг, да? Да? Думаю, я готова. Так вот, изъян с колонны, думаю, сработает. Только пообещайте мне кое-что. Будьте с ним предельно осторожны. Постараюсь, обещаю. Мы с друзьями хотели бы с вами поговорить. А вы мне поможете его бить?
Если что. Ну или кого-то другого, я не знаю. Где я? Господин генерал-губернатор. Добро пожаловать в вашу собственную голову, Скалон. Постойте, что-то не так. Почему он в сознании? Возможно, это последствия пакта, если, конечно, у него нет собственных способностей. Он что, тоже Тауматург? Самогонщика кто-нибудь видел? Он сам по себе. Как-нибудь найдется. Меня зовут Виктор Шульский. Шульский, да я вас на месте расстреляю, всех вас. Угу. Может быть, представляться не надо было? Давайте, я уже заждалась. Каково это оказаться во власти тауматургов? Что? Что? Вы только что осознали, что здесь вы не в состоянии лгать. Любопытно, не правда ли? Я не ослышалась, вы собираетесь ставить на нас опыты? Просто так взять и лишить нас способностей? Да пощадит вас Аллах. Я с ним разберусь. Покажу местнику, где ему место. Да, ладно, давай. Я воплощу в жизнь ваш худший кошмар. Тауматург напомнит вам, что такое настоящий ужас. Вы боитесь ее, пусть она и мертва уже много лет. Вы унижали ее за сверхспособности, которых у вас не было, и она вам за это отплатила. Что с вами произошло? Она отправила за мной демона. Родная сестра наслала на меня кошмары, и я столько лет в постель мочился. Хорошо, почему она растет? Поэтому ваш страх перерос в гнев, а гнев в ненависть. Жалкая вы тварь. Ржу. Блин, мне не хватает. Ладно. Теперь мы все страдаем, потому что вы по природе тиран. Говорите, что вы с ней сделали, и что хотите сделать с нами. Я размажу ей череп кирпичом и сбросил тело в колодец. Как только царь подпишет наши указы, мы схватим вас всех, перекроем вам мозги. Изъян готов. Забирайте его, нам пора. Забрать? Вы хотите облегчить его страдания? Он этого не заслужил. Кроме того, он видел наши лица. В смысле недостаточно? Я хочу! Да ну! Вполне вероятно, что без него вы станете другим человеком. Я освобожу вас от страха, что породил вас эту разрушительную ненависть. Но я не хочу этого, Подобная участь для такого человека — сущее разочарование. Я согласна с ней. Я бы хотела тоже, чтобы его наказали все-таки, а не просто избавили от его изъяна. Ну, такое себе. Просто из-за того, что мне гордыни не хватило, ну правда? Надеюсь, Ариэль все-таки объявится. Да вы гоните. Да вы гоните, блин. Я так и не поняла, где остальные два вот этих вот. Где они? Почему они не мои? Подожди. Они, наверное, стали бы моими, если бы я не пошла на сделку, а осталась с Распутиным, да? Наверное, так. Ну и плюс вот этого одного я сама отдала. Ладно. Окей. Че, все, можно идти? Прям уже готова? Вижу, вы времени зря не теряли. Что это я слышу? Неужто слова благодарности и одобрения? Думаю, вы ослышались. Пойдемте. Я подожду здесь, если вдруг прибудет подкрепление. Мы ненадолго. Спасибо, Ариэль. Мило. Кто вы такие?
Смотри, смотрит, что. Генерал-губернатор сейчас немного не в духе. Я думаю, в себя он придет не скоро. Ой-ой. Опустите оружие, пока никто не пострадал. Давай успокоим. Гнев и страх сейчас ни к чему. Успокойтесь, опустите оружие. До добра оно не доведет. Вы на такое способны? Это все пакт? Можно то. Что происходит? Как такое возможно? Вы, видимо, тауматурги? Ну типа. Это что, революция? Вы пришли меня убить? Ну... Меня зовут Виктор Шульский, это Эмир Бурнакович и мадам Самира. Бурнакович. Спасибо, что сменили тон, Виктор Шульский. Вы смерти моей хотите? У нас есть некоторые требования, текущая ситуация не оставила нам выбора. Самое важное — прекратить охоту на тауматургов. Самосуд нужно остановить. Прекратите нас убивать. Как вы смеете врываться сюда и что-то у меня требовать? Скажите, зачем мне с вами соглашаться? Мне кажется, у тебя выбор небольшой, типа. Но если быть честными, если бы я была на их месте, я бы, скорее всего, ему угрожала, потому что... А как еще? Либо ты, либо тебя. Либо ты помогаешь, содействуешь и оставляешь в покое тауматургов, либо, ну, кирдык тебя, чё? Я не знаю. Мы не просто кучка энтузиастов, а объединение тауматургов, связанных пактом. Мы совершили невозможное, чтобы попасть к вашему императорскому величеству. И именно с этой позиции мы хотим начать с вами диалог. Нам кажется, что он принесет выгоду обеим сторонам. Название у этого объединения есть? Можете назвать нас Союзом. Продолжайте, кто знает, может быть, нам все-таки удастся договориться. Опача, что? Блин, а я не знаю, а что выбирать? Давайте с третьей тогда, да? Нам известно, что несколько указов ждут вашей подписи. На чем они вам известны? Мы знаем, что в указах говорится о создании особых адаптационных клиник, и единственными пациентами в них будут тауматурги. Ваши подданные распознают угрозу, невзирая на различия в происхождении или вероисповедании. Их страх обратится в ненависть. Империя падет. У царской семьи и так достаточно внешних врагов. На внутренних сил может не хватить. С меня довольно. Насколько я понимаю, вы хотите что-то взамен. Рассказывать. Мы хотим восстановить справедливое сострадание, которым мы подверглись на улицах, и за кровь, которую нам пришлось пролить, чтобы выжить. Мы хотим больше свободы и в политике, и в жизни. Для всех. Жители Варшавы, одного из важнейших городов России, этого не забудут. И... это все? Сделайте так, чтобы охранка закрыла глаза на Сару Рывкину. Пусть она навсегда исчезнет из их архивов. Вам нужна власть, признавайте уже. Что? Какая власть? Да почему власть сразу? Нет, а можно просто нормально жить? Ну, типа... Нельзя? Чем быстрее вы это признаете, тем лучше. Власть можно либо завоевать, либо получить в дар. Вы сделали и то, и другое. Мы удовлетворим ваши требования, ожидаем верности и солидарности взамен. Да поможет мне Господь. Ой-ой. Все в порядке? Я слышал выстрел. И еще один тауматург. Но вы опоздали. Мы уже сами все решили. Я не уверена, насколько это все хорошо закончится, правда. Это что, аплодисменты? Что здесь происходит? Наш монах явился, сорвал овации. Это плохие новости? Сегодня вечером Григорий Распутин попытается втереться к вам в доверие, чтобы стать частью царского двора.
Распутин мертв. Вовсе нет, он жив и чрезвычайно опасен. Еще он знает о болезни цесаревича. Время на исходе, гости ждут. Давайте побыстрее. Жестко. Чё там, как наш антихрист? В порядке, да? Чё ты так смотришь? На этом все? Можно уже шампанского выпить? Грёбаный фраг бы поскорее снять. Станислав может покоиться с миром. Вам следует собой гордиться. О, мы все перед вами в долгу. В одиночку я бы не справился. Благодарю вас. Какая щедрость, сударь. О май гад. Друзья мои, сегодня в день рождения моего сына и наследника моими мыслями движут слова моего отца. Глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления в уповании на божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти. Беспорядки в Варшаве наполняют наши сердца печалью. Скорбь народа — это скорбь российского императора. Цікавинка. Мы слишком долго не обращали внимания на страдания людей, на страдания тауматургов, которым Господь даровал особые способности. Поэтому я считаю, что наш моральный долг немедленно остановить любое насилие против них. Такова моя воля. Однако тем, кому моя милость кажется слабостью, следует знать, что Российская империя не щадит врагов. Да что ты? Распутин. Вас сослали из Петербурга, но вы все равно вернулись. Вы втерлись в доверие к моим гостям, дабы подобраться к моему сыну. Оставьте эту затею немедленно. Но ведь он спас нашего сына. Его проделки одурачили и императрицу. Последние слова перед арестом. Что это? Почему? Почему лаги? Это лаги? Что это было? А, это замедленное действие, типа? Оно замедленное время? Что это было? Ты тауматург, да? Или кто? Кто ты? Тебе что, недостаточно было воплотить собственную мечту в жизнь, Каин? Нужно было еще и мою разрушить. Какой же ты все-таки мелочный предатель. Хотите знать, почему? Что меня побудило так поступить? Почту за честь. На самом деле он мне и не нравится больше. И я ему не доверяю, типа, один фиг. Но второе, наверное, более правдиво, потому что изначально я относилась к нему нейтрально. О боже. Я относилась к нему нейтрально сначала, и даже, наверное, некоторое время даже хорошо. Но потом, когда он начал закипать понемножку какую-то дичь, то... Ну, не знаю... Для меня он плохой персонаж. Давайте так, есть плохие персонажи, которые как бы... Как это объяснить? Как тот же друг наш, как его зовут, Абаурицей. Он как бы нехороший человек, да? Но он, во-первых, выезжает за счет харизмы, за счет того, что он помогает нам. Это уже понятно, что он выйдет как минимум за счет помощи нам. Ну и... Я не знаю, это не то же самое, что Распутин. Распутин конкретно, он вот плохой, как плохой для меня. Это только мое мнение. Короче. Теперь в моем окружении только те, кому я доверяю. И вас среди них нет. Прощайте, Григорий, ваша дорога на этом подходит к концу. О, нет, она не закончится, пока я сам того не захочу. Хочешь пообщаться об этом? Виктор, все в порядке?
Это тот самый Распутин? Я ожидала большего. Assalamu alaikum. Would you tell me how you are able to talk with us here? Как ты с нами тут? Похоже, ты обзавелся новым папочкой, Виктор. Что, даже не представишь меня? А, это, полагаю, знаменитая мадам Самира, знаменитая притворщица. Кстати, кого-то не хватает. Не думаю, что ты для него так уж важен. Он вас беспокоит? Да, я хочу помощи. Да, помощь мне не помешает. Вон? Ого, ого. Это наше с тобой личное дело. Друзья-колдуны тебе не помогут. Победить меня невозможно. Пора бы тебе это уже осознать. Сейчас будет бой. Что, реально мне не помогут? А мне реально не помогут мои? Здрасте, приехали. Алло. Верните мне моих. Да не гони. Отравление связи с Буковатцем. Наносит двойной урон. Насланное вами временное погубное состояние. Отравление связи. Так, подожди. Короче говоря, посмотрим. Мучение. Я, наверное, большинство времени битвы буду молчать. Мне кажется, или он тут выглядит как-то иначе, Распутин? Ого. Бремя салютера. Распутин использовал связь с Буковатцем против вас. Но словно в состоянии бремени Буковатца. Вы можете нанести это бремя или избавиться от него, разорвав связь с салютером. Но тогда вы потеряете его навсегда. Монах наверняка провернет этот низкий трюк с другими салютерами. Нет. Я не буду их терять. Я абсолютно не согласна. Я не потеряю ни одного. Если мне придется, я буду биться с ним 10 раз подряд. Я просто вырежу это все. Но я не собираюсь терять ни одного салютера. Ладно, хорошо. Одного, может быть, Буковатца потеряю. Я не почти не пользуюсь. Или Лелика, допустим. Но вот этих троих я абсолютно не хочу терять. Несмотря на то, что это, скорее всего, конец игры, и битвы у нас больше не будет. Я хочу, чтобы они были моими. Я просто из жадности. Я не буду этого давать, позволять. Что это? С джином. О, господи. Как-то тебя вернуть можно? Нельзя. Насланное вами временное погубное состояние наносит удвоенный урон. Я не буду насылать просто с... Подожди, наносят на кого? На меня? На меня, да? Это на меня наносится. Ох, ты ж ёпарасоте. Окей. Кто там следующий у тебя? Ваши атаки насылают на меня расплату. Это джин. Я не хочу джина терять. Подожди, давай я как можно быстрее тогда использую джина. Да? А он насылает, как он насылает? Ладно, окей, неважно. Хорошо, я просто пока попробую. Сейчас посмотрим. Минус 1. Хоть что-то. Леди, ты знаешь куда? Не знаешь? Я скажу. Пожалуйста, можно мне помогут мои друзья и подруги тауматурги? Потому что я, я хочу просто и все. Нельзя?
Отхиль меня, пожалуйста. О, хорош отхилил. Ам. Шо ам? Что ты скушал? Ам. Меня не скушаешь? А-а. Подхилишь, пожалуйста, меня, наверное. Я не буду разрывать связи со своими салютерами. Я просто не буду это делать. А ну-ка, давай. Давай так. Жаль, что твои действия откатить нельзя. Вот было бы прикольно. Нам надо отхилиться сильнее. Отлично. Отравление связи с Лиликом. Окей. Это жестко. Атаковать пуковацем, чтобы убрать. А это упырем или джином? Упырем, давай тогда атакуем вот этого. Блин, я не знаю, мне надо это сделать. Ну, в смысле, атаковать пуковацем. Почему эти две модельки похожи на сестру и Абауриция? Мучение. Но я и на себя, получается, его нашлю. Да, я его на себя нашлю. Хорошо, я сделаю это. Допустим, я это сделаю. Ой, не стоит оно того. Ой, не стоит оно того. Мне кажется, вот это я делаю все зря. О, ай. Давайте восстановите, пожалуйста, меня. Восстановите меня. Во-первых, состояние. Концентрацию. Куда ты мне собираешься снизить концентрацию? Мне интересно. В минус. Ой, мне надо вернуть концентрацию, пока я еще жива. Я уязвима к сильной атаке. Я не хочу быть уязвима. У меня кто-то повышает концентрацию? Типа ты? Нет. Значит, только я сама могу себе ее повысить, да? Ну давай, окей. Повышу себе концентрацию, раз такое дело. Давай еще раз.
-1. Урон следующего салютера. Это кто? Давай ты. Я подхилилась, но что-то урон у тебя такой интересный, да? Пофиг, она все равно сейчас закончится. Отхиль хоть меня напоследок. Блин, отхильте меня, пожалуйста. О, боже мой, да почему вас так много? А это все модельки меня, кстати, смотри. Ага, офигенно. Луковац, Джин упырь. Не, ну это капец. Ладно, это 3-я стадия. Если я проиграю, то будет очень обидно. Действительно. Учение. Ты меня достал. Я не собираюсь со своими салютерами прощаться. Не будет такого, нет. Nope. Тут кого надо у тебя, Буковас? Пофиг, давай. О-оу. Ай, больно. Ай, чуть-чуть больно. Ой, ну вот это больновато сильно. Ага. Ну это еще как. Сойдет. А, не надо, не убивайте меня, подождите. Исцели меня. Что ты даешь? Что дает Джин? Расплата на меня. Что за расплата? Ой, мне кажется, я зря. Я пожалею я. 8 очков здоровья. 29. Нет. Отвали, дайте мне выжить. Кто из вас сильнее всего делает 2-6, 2-6? Ну... Ну, давай. Мне надо отхил. Ай-яй, ой-ой. Да блин. Да отвали от меня. Не заставляй меня нервничать. Какой урон. Не надо мне столько урона наносить. Ты чё, вообще шиб... А почему ты живой? С какой стати? Охренеть. Концентрацию надо... О май гад. Это очень жестко.
Ой-ой. Просто ой-ой. Ой-ой-ой-ой. О май гад. Я хочу отхилиться. Это трындец. Пожалуйста, замедли его. Мне хамбец, да? Мне хамбец. Четыре. Ты мне сколько восстановишь? 5. Это... Эффект отвалится 450. Нет, это жестко. Это очень сильно. Да хоть кто-нибудь тут может мне в этом раунде восстановить здоровье? Спасибо. Ой, как же тяжко, это пипец. Пожалуйста, откати. Спасибо. Да убей ты его уже! С первого раза, не потеряв ни одного салютера, я смогла. Как он посмел нас вышвырнуть? Вы все ему объяснили? Все в порядке? Думаю, да. Должен признать, он необычный человек. Григорий Ефимович, еще раз спрашиваю, каковы ваши последние слова? Сегодня вы потеряли империю, мои видения воплотятся в жизнь, но когда вы это осознаете, будет уже поздно. Уберите этого сумасшедшего, найдите Скалона. Ладно, извиняюсь. Эпилог в ожидании чего-то нового. А чё... Южное предместье, 1 января 1906 год. Все катится к чертям, а снегу хоть бы что. Я из-за него везде опаздываю. Стоит зайти в теплое помещение, очки сразу запотевают. Тогда на кой черт ты их носишь? На зрение посадил после взрыва. В очках его просто такие точь-в-точь Станислав. А ему идут очки. Может, горячего чаю? Секунду, пока вы не приступили, сначала я. До меня дошел один слух Скалона. Скалона? Когда мы разъяснили ему пару вещей, он пропал. Говорят, застрелился. Неплохо вы его обработали. Жаль, не удалось своими глазами увидеть. Что ж, я мог бы не сдерживаться. Знаю. Есть новости довольно мрачные.
Какие-то малолетки собираются проверять у поляков крайнюю плоть. Вот так новости. А еще они хотят избавиться от тауматургов и гомосексуалистов. Что татары? Можем их спросить. Их точка сбора — трактир Воля. Кто они такие? А мне откуда знать, я не спрашивал, но я предпочел, чтобы обстановка не менялась. Пойдемте, нужно выяснить, о чем они там говорят, когда выпьют. Сегодня тот самый день, когда вы не заняты своей маленькой революционеркой? Может, да. Может и нет. А? Объясните. Они тебя не защитят. Ты вернешь все свои долги так или иначе. Виктор, чего вы ждете? Неважно. Пора идти. Говорят, цену человека определяют поступки. Чего же тогда стою я? Видения, которые я показал Упырь, помогли мне взглянуть на наши с отцом непростые отношения его глазами. Помогли осознать, как их должен видеть я. Я стараюсь навещать Лигию как можно чаще, но видеть сестру в таком состоянии невыносимо. Без изъяна, без воли Лигия перестала быть собой, и я больше ее не узнаю. Блять! Ну ёпта. Поэтому я стараюсь посвящать все свободное время делам Союза. По крайней мере, здесь я могу сделать хоть что-то хорошее. Несмотря на усилия Союза, обстановка в городе стала только хуже. Дядя Саша по-прежнему работает в полиции, каждодневно рискуя жизнью. Обстоятельства смерти начальника охранного отделения так и не всплыли на поверхность. Но улицы знают, кто прихлопнул подонка. Не Эджетс, новоизбранный король Средместья. А, да, Баурицы. Его влияние продолжает расти, и он теперь зовет себя королем Средместья. Пики, по сути, стали новой полицией района, следят за соблюдением законов, которые диктует их лидер. Варшава осталась такой, какой была раньше. Люди живут своей жизнью, не задают вопросов, не требуют ответов, но ветер перемен с востока уже начинает подниматься. Возможно, поэтому никто не замечает, что на берег Вислы продолжает вымывать покойников. Рыбак находит жертву за жертвой, но местным кажется, больше они до чего нет дела. Блядь. Несмотря на все усилия, летучий университет так и не получил законный статус. Судьбы его ректора и студентов остаются туманными. Путешественник добрался таки до Альбукерки, откуда мне известно. Это история для другого раза. Но довольно об этом. Пришло время отправиться в новый путь. Да блин! Да... Я почему всегда, когда я хочу как лучше, получается вот... Вот это... Я очень сильно, я больше всего в этой концовке недовольна проблемой с Лигией. Я так надеялась, что это все-таки ничего не даст. Я так надеялась, что это ничего не даст. Ну, конечно же, куда мне... Угу. Да, ага, да. Именно все так. Это... Я не знаю. Это вообще... Это хотя бы средней концовкой это можно считать? Она точно не хорошая. Она, ну, такая 50 на 50, наверное, средненькая. Мы вроде как и помогли тауматургам, но что-то не то, чтобы прям сильно что-то изменилось. Еще и с Лигией все хреново. Да я грыбу. Вот блин. Ладно, ну, що маємо, то маємо. Что я могу сказать? Мне понравилась игра, она прикольная. Я бы ее прошла, может быть, еще раз, даже для себя, чисто посмотреть другие концовки, но... Да.
Это было хорошо. Мне так нравятся вот эти рисуночки, наброски, просто супер классные, серьезно. И мне все еще интересно, что было бы, если бы я встала на сторону Распутина, и, наверное, мне бы тогда дало этих 2 других салютеров. Но в любом случае, пишите, как вам игра, как вам концовка, которая получилась у нас, и... Ну, я лично от себя оставила бы, и оставлю, и сделаю это хороший отзыв в Стиме на эту игру, и спасибо разработчикам, разработчицам. Давайте досмотрим титры до конца, вдруг тут что-то будет, и тогда закончим. Короче говоря, после титров ничего не было, мы просто перешли в главный экран, поэтому я вырезала их, и спасибо вам, Twitch, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Twitch, также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.